So we would like to define first the important areas of interest for andraology. Мы определим сферы интереса для андролога в первую очередь. We have two main topics. This is infertility and male sexual dysfunction. И две основных проблемы, с которыми приходится сталкиваться андрологу, это мужское бесплодие и нарушение сексуальной функции. Then we have other very important topics, this is especially hypogonadism and male senescence or late onset hypogonadism. И две следующие важные темы для андролога – это гипогонадизм, мужское старение, а также позднее начало, да, или развитие гипогонадизма. Then we have also interesting topics that are vaginal infections. It's very important for you and for us, but the association between infections and infertility is not really clear until today. Следующая важная задача для андролога является лечение урогенитальных инфекций. На сегодняшний день не совсем установлена связь между такими инфекциями и мужским бесплодием. Then we have the new field of oncoandrology, for example, carcinoma in situ, in testicular tumors, infertility in testicular tumors, and especially now the new method of teasing in young boys before treating them for chemotherapy, leukemia. И следующий вопрос – это онкоандрология. Это в первую очередь злокачественные опухоли яичка инситу, тубулярные опухоли тестикулов и решение вопросов бесплодия. Это экстракция спермы яичка до назначения химиотерапии таким пациентам. Then we have the field of protective andrology, for example, the protective operation of cricketism. А затем у нас профилактическая или превентивная андрология стоит на повестке дня, и операции по поводу грипторхизма, конечно же. And we have sexual medicine, of course. И лечение сексуальных расстройств, нарушений. And furthermore, we are discussing in the European context reprogenetics, genetics for reproductive medicine, male gynecomastia and male contraception. И еще мы обсуждаем на европейских форумах генетику репродукции, воспроизводства и, конечно же, контрацепцию мужчин. Male contraception is mainly at the moment vasectomy because the last international study for drug treatment for male contraception broke down due to the side effects. И, конечно же, на сегодняшний день контрацепция мужская – это перевязка канальцев, вазоктомия была сказана, потому что прием противозачаточных препаратов, то есть по результатам исследований, заявленных на последнем мероприятии андрологов, оказался совершенно бессмысленным ввиду значительных побочных эффектов. So, I think it's well working with us. So, hopefully we have a consensus also on the main topics in andrology now. Я надеюсь, что мы достигли консенсуса по тематике моей презентации, по основным вопросам, которые мы с вами обсудим. And we will switch over now to some special topics. First, what is necessary for urological education? And for me, it's most important that andrology can only be done by urologists after training. И перейдем к обсуждению первого вопроса, а именно, что подразумевает подготовка андролога, какое именно образование дополнительно требуется. Для меня принципиально то, что андрологом должен стать уже подготовленный уролог. Furthermore, then we need special skills, especially besides the normal clinical diagnostic management. You need special skills in sonography, for example, duplex sonography of the penile arteries, of the varicocele,
and also sonography of the testicles, epididymitis, and transsexual sonography. И для того, чтобы стать профессионалом, требуется для начала овладеть навыками диагностических технологий, уметь их выполнять. Это все виды ультразвукового исследования, трансректальное, дуплексное сканирование, ультразвук яичек, придатков. Нужно уметь проводить тесты с инъекциями, инъекционные тесты. То есть вот все, что перед вами на слайде. Furthermore, the penile injection testing is, I think, it must be familiar for everybody who is doing andrology and investigations in erectile dysfunction. И всем, кто будет заниматься лечением эректильной дисфункции, пытаться установить ее причины, необходимы навыки проведения как раз инъекций, пенильных инъекций. Then the second point are the lab facilities and the lab knowledge. I think it's necessary to be familiar with dermatology. Вам, конечно же, очень хорошо нужно знать всю сперматологию, нужно иметь необходимое оборудование в лаборатории и навыки работы с ним. With basic endocrinology. Конечно, нужна основа эндокринологии. With testicular morphology. Очень хорошо знать нужно морфологию яичек. And with cryopreservation of testicular tissue and ejaculate. И, конечно, вы должны знать, быть знакомы с технологией криопрезервации ткани яичника и эякулята. Due to the fact that we are a surgical discipline, I think it's necessary to approach also andrological skills. For surgery, for example, microsurgery, for example, refertilization, vasostomy, tubuloplasty. Хирургические навыки, вы слышали, вазовазостомия, тубуловазостомия, все микрохирургические обязательно, поскольку вы также будете и хирургом. Sperm and varicocectomy. Конечно, сбор спермы и варикоцелектомия. And all types of penile surgery, especially penile implant surgery and primary disease surgery. И, конечно же, хирургия пениса обязательно. Это импланты, это коррекция нарушений при болезни Пирони. But furthermore, you need other skills and understanding, especially for different topics, and I would like to mention these, especially understanding of artificial fertilization techniques is demonstrated here for retrograde ejaculation. И обязательно вам нужно владение навыками искусственного оплодотворения в случае экулляторной дисфункции, конкретно ретроградной эякуляции. Furthermore, we need an understanding of the bad outcome of artificial fertilization techniques. These are the best new data for Western Europe, published in 2011. You can see here that the outcome for clinical pregnancy is about 23.7%. It's very bad. And, can you translate it? It's for ICSI, yes. Yes. И вы видите, вы должны, конечно, знать, насколько успешными будут ваши попытки искусственного оплодотворения. Вот здесь представлены результаты клинических исходов по проценту наступивших беременностей клинических, да? И вы видите, что после интрацитопазматического введения спермы у вас примерно до 24% показатель наступления успешной беременности. So, if you have 100 couples and the man has non-obstructive azoospermia, a testicular failure. И если у вас 100 пар, и у мужчин тестикулярная дисфункция, необструктивная азооспермия, то And in these cases we retrieve about 50% sperm. в этом случае вам удастся примерно у половины получить сперму для процедуры ИКСИ. And if we are doing ICSI in these 50%, only 24% of the spouses become pregnant.
И простите, я даже неверно сказала, у половины вы получите сперму, да, для искусственного оплодотворения, и в случае ИКСИ, а процент наступления клинических беременностей будет менее половины. And the calculated baby to growth rate of a son or a daughter is about 70%. И у этой пары родится из 100 пар, у 17 только в конечном итоге родится здоровый ребенок. So let's go forward. Furthermore, it's absolutely necessary a good understanding of testicular histology. It's the typical histology of non-obstructive azoospermia as demonstrated here. Here is spermatogenesis, here are free tubuli, here are fibroses, fibrotic areas. И вот давайте посмотрим на типичную картину или гистологию азооспермии. Вы видите, в некоторых семенных каналицах есть сперматозоиды, идет сперматогенез, другие совершенно пустые, третьи замещены фиброзной тканью, соединительной. You need such a cooperation with a specialized lab because for TZ such histology is necessary. И, конечно, вам нужно тесное сотрудничество с морфологами, потому что если вам нужно проводить экстракцию сперматозоидов из яичек, тестикул, да, то вы должны располагать такой картинкой, чтобы понимать, откуда вы получите сперматозоиды. Furthermore, I think it's necessary to have a good understanding of modern TZ procedures as demonstrated here from our lab, looking not only for histology but for cryopreservation and molecular diagnosis, especially also for carcinoma in situ. И вот здесь вот представлена технология ТЭЗа, это экстракция спермы из яичек. Здесь требуется как бы участие не только морфолога, да, здесь в мероприятии выполняется, например, с целью криопрезервации спермы, да, или обнаружения карциномы инситу. Normally you are performing it in a trifocal way in Europe and in the United States as demonstrated here on 3 sides, the incision. Обычно мы делаем разрезы в 3 указанных местах, так ведут себя андрологи в Европе и в Штатах. But then you are doing also a horizontal incision as demonstrated here. Horizontal. This way. Yeah. Затем вы выполняете еще дополнительный горизонтальный размер в серединке. And the picture then here, you can see the septal structure of the testicle. And this is a picture from our operations theater looking for spermatids in extended tubuli by microteasing. И вот здесь справа процедура выполнения микротеза в операционной центра нашего докладчика, а слева вы увидите такую перегородчатую структуру, множество перегородок тканей яичка. A further point is a profound understanding of the andrological lab as demonstrated here according to the new manual of the WHO. И вот здесь устройство лаборатории андрологическое. Все это выполнено, конечно, в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ. Since 2010 we have the new WHO manual for the whole world. We have new cut points because we have now 5%, 95% and 50% percentiles. And you can see here, for example, for the concentration is now at least 50 millions per ml. И вы видите, в соответствии с новым руководством нам дали новые значения нормы, пороговые значения. И перцентили вы видите 5,50 и 95. И в соответствии с этими новыми рекомендациями содержание или концентрация спермы должна быть не менее 15 миллионов миллилитров. So it is decreasing what is normal, and I think it's absolutely necessary to adopt this manual for Russia as we did it for the European guidelines and the Americans did it for the American guidelines. Ну, вы видите, что все должны теперь смириться со снижением, да, вот этих значений норм. И вам в России тоже предстоит принять эти новые цифры, так как это сделали европейцы и США. Furthermore, it's necessary to understand testosterone metabolism, but I discussed this already yesterday and we go forward. И вам нужно, конечно,
знать все необходимое по гипоgonadismo. Мы вчера уже затрагивали этот вопрос, поэтому не останавливаюсь в деталях, продолжим дальше. First important point is a profound understanding of genetics. Вам нужно знание, глубокое знание репродуктивной генетики. We have three important areas of reprogenetics. А мы работаем в трех основных областях. The first is the cystic fibrosis transmembrane gene in the genesis of the vas deferens, as demonstrated here. Первый момент, который важно знать из генетики, да, это дисгенез семеноносящих продуктов в случае наличия вот гена ЦФР, регулятора кистозного фиброза или муковисцидоза. This deformation results in obstructive azospermia. И в этом случае будете иметь дело с обструктивной азоспермией. The next is, and the most important, is Klinefelter syndrome 47XXY. И следующее важное генетическое нарушение синдрома Клейнфельтера – это 3 хромосомы в 47-й паре. This is the most common genetic cause for male infertility. Это наиболее частая генетическая причина или подоплека бесплодия у мужчин. But we can retrieve sperm for ICSI from these testicles in about 30%. Но тем не менее, 30% мужчин удается получить сперму из тестикул для ICSI. And the last point is the Y microdeletion, azospermia factor A, B, and C. Микроделеции это является фактором азоспермии. И здесь A, B, and C. No, I mentioned already. Is a subtype of the Y microdeletion. И это подтип, да, уже об этом упомянули, некий подтип микроделеции. Первую колонку продолжаем. It's relevant in 10 to 50%. Это нарушение наблюдается у 10-15% мужчин. And if you have a man with azospermia with a Y microdeletion with 2 special subtypes, it's absolutely impossible to retrieve spermatids because there are no sperm in the testicle. И в случае микроделеции или хромосомы у мужчин развивается тяжелая олигозоспермия, и в этих ситуациях вы ничем не можете им помочь, имея в виду репродуктивные технологии. So we would like to shorten it a little bit. So this is the basis for andralogy in the opinion of the European section of analogical urology of the European Association. И вот что из себя представляет дисциплина андрологии с точки зрения европейской секции, андрологов, урологов ассоциаций. And you know that we are on the way to create something for andrology for Russia. И вы знаете, что мы сейчас готовы помочь России, да, создать дисциплину андрологии. And I would like to give you first a survey on andrological subspecialties in Europe, in other countries. Для того, чтобы у вас все случилось успешно, кратко о том, как идет становление специальности андролога в других странах Европы, данные обзоры, исследования. In Germany, we have a certification for andrology after 1 year additional education time after the time for the specialist for urology. It is open now for urologists, dermatologists, and endocrinologists, but at the moment, all urologists are doing it. И видите, что в Германии требуется год специальной подготовки в андрологии для урологов, но кроме урологов такой подготовки допускают эндокринологи, дерматологи и репродуктологи. In Italy, this is the second country, we have a master of andrology. It can be provided by universities, for example in Firenze, and it's open for medical doctors and biologists. В Италии врачи и биологи тоже могут стать андрологи, требуется звание магистра, и вот это пример университета Флоренции. Unfortunately, this separation resulted in 2 andrological associations. One is run by biologists and one by urologists. И, к сожалению, это привело к разделению андрологов на 2 общества. Вот, одно из них основано урологами, другое биологами. In France, we have a diploma of andrology given by some universities for medical doctors. Во Франции диплом андролога дают в нескольких
второстепенных врачах. And in Finland we have andralogical specialty open for urologists, gynecologists, and endocrinologists. It's the only country where andrology is also open for gynecologists. Финляндия единственная страна, в которой специальность андролога может получить гинеколог. А вот это подспециальность, а также уролог и эндокринолог. So we had a battle for 10 years with a gynecologist in Germany, and I was successful to exclude the gynecologist from the andrological field, because I think that's something for urologists. It's a man, not the lady. So therefore, we are successful with it, and my suggestion is to focus only on urologists. В Германии, например, после десятилетней отчаянной борьбы гинекологов вычеркнули из списка потенциальных андрологов. С моей точки зрения, это работа только с мужчиной, и это может быть дозволено только урологу, что я и вам настоятельно рекомендую достичь у вас. We have also some information from Estonia, but I'm not really well informed, but there must be additional qualification for andrology in Estonia. И у нас такая информация по Эстонии есть, пока не полная. Хочется надеяться, что у них есть специальная подготовка в андрологии для урологов. Is somebody from Estonia here? Здесь есть кто-нибудь из Эстонии? Значит, уточнений не будет. Okay, so then the next. For 15 years, we have a European andrological curriculum by the European Academy of Andrology. У нас есть план подготовки андрологов в течение 15 лет в Европейской академии андрологии. It was founded 20 years ago by a group of andrological specialists who were labeled as academicians of the European Academy. И эта программа была разработана примерно 20 лет назад специалистами, европейцами, которые сейчас являются академиками в этой академии. It's a real tricky education time, 2 years in the ER center. Вы видите, что эта программа подразумевает двухлетнюю подготовку на базе академии, including 12 months clinical work, в том числе 12 месяцев год клинической практики, 3 months in the andrological lab, 3 месяца подготовки в лаборатории андрологической, free research time, время для исследований предоставляется, and always an outcome examination. и в конечном итоге выпускной экзамен всегда. Normally we have an outcome examination yearly, and I'm one of the examiners, and about 10 to 15 guys and ladies from all over Europe, but also from United States and Asia coming to get this certification. И обычно у нас на ежегодной основе такой выпускной экзамен проводится, и примерно 12-15 студентов ежегодно из разных стран, континентов, в том числе из Азии, например, не только Европы. And now we have organized something new. It's consensus between the EAH curriculum and the European urologist. I'm the head of the European Andrological Urologist at the moment, you can see it here. And we have a consensus now that we have to create a joint training curriculum in andrology from the EAH and the EBU certified centers of the ESA. The EBU certified centers, the EBU is a certification institution of the European Association of Urology. И вот вы видите некое достигнутое соглашение между Академией и Европейским обществом урологов о том, что им требуется общая программа подготовки, единая, куррикулум, так называемый, да, соответственно, здесь Европейский совет урологов принимает участие в этом процессе, который ИПУ, да, у вас на слайдах. Вот. Первая это академия, и последняя через слэш это общество урологов. Вот такие объединенные усилия. This is open for urologists, biologists, and internal medical doctors with a subspecialty endocrinology. И, соответственно, эти курсы открыты для урологов, в первую очередь, для биологов и терапевтов, которые имеют подспециальность в эндокринологии. Not for gynecologists. Не для гинекологов.
We had the same battle because the gynecologist wanted to come in, but this was refused. У нас опять была борьба, потому что сюда хотели протиснуться гинекологи также, но мы им отказали. This education program ends with an exit examination, and I'm one of the examiners, and we're doing together the ERA and the EU and the European section of Andralogical Urology. И теперь выпускной экзамен будет сложнее, потому что придется отчитаться перед всеми тремя организациями. And the doctors have the choice for 2 certificates. If they are endocrinologists, for example, they are getting the ERA clinical andrologist certificate. And if they are, for example, urologists, they are getting the certificate of the EU fellowship program in andrology. Видите, здесь сертификаты разные получают. Например, эндокринолог получает от академии, да, сертификат андролога, а вот уролог получает от Европейского общества экспертов-урологов, то есть от европейских экспертов по урологии, который EBU. Very shortly, some data concerning the curriculum. The curriculum lasts 18 months, 6 months in your own department if you have andrology there, 12 months in a certified education center. In your own department, if you are a trained urologist, you can spend 6 months for andrology in your department if you have an andrological program. Видите, здесь курс обучения 1,5 года, да, куррикулум, программу подразумевает. Если вы андролог уже в своем отделении урологии, то 6 месяцев вам разрешается обучаться на месте. It's a program with courses having credits. I will illustrate this in the next. И это курсы, по каждому из курсов студент будет получать зачет, какое-то количество баллов, зачетных единиц. You need 60 credit points in the year of training or special training. Вы видите по 20 кредитов, да, или баллов за год в целом. 60. Yeah, in this year of training. In this year. За 1 год 60 требуется зачетных единиц. 1 credit point is 1 day of course. Соответственно, за каждый день курса вам дается балл или зачетные единицы. And you can do courses. And furthermore, also the clinical program in this center results in further 40 credit points at maximum after 1 year training. Year training. И, соответственно, вы можете выбирать разные курсы, перечисленные там. Кроме того, клиническая практика тоже оценивается в кредитах или зачетных единицах, и вы получаете за клинику 40 зачетных единиц. That you understand the distribution of the topics, you can see here some examples. For infertility, you need about 15 to 25 credit points. И вот вы видите распределение зачетных единиц по курсам для того, чтобы освоить тему бесплодия, да, и лечения вам требуется получить 15-25 зачетных единиц. For sexual dysfunction up to 20. До 20 зачетных единиц по теме сексуальной дисфункции или сексуальное расстройство, я бы сказала. For general infections up to 10. За ИППП до 10 баллов или зачетных единиц. And for endocrinology about 20 again. И 20 зачетных единиц по эндокринологии. So we adopted for the Russian training suggestion this program and many points, and it will be presented in the next lecture. And the future will be, and this is very important, that we have in the future in Europe different andrological qualifications. In the upper part of the picture you can see the European andrologist by the ERA. It's a certification by the ERA. И я хочу сказать, что аналогичная программа принята в России, те же баллы, и вы об этом услышите в следующей лекции. А теперь я хочу показать о том, что по завершении курсов выпускники будут получать различные, им будут присвоены различные квалификации, научный сотрудник андролог по европейской аттестации из Европейской академии андрологии.
if you are very famous in this field, you can also be appointed by the ERR as academician without training. И если вы выдающийся андролог уже, да, внедрение всего этого, то вам могут присвоить звание академика Европейской академии андрологии. Furthermore, we have for the future the ESA-ERR consensus, and this results for urologists to become endocrinological urological certified urologist. И урологов будет сертифицировать консенсусная комиссия, да, Европейского общества, Европейской академии андрологии. Соответственно, человек будет получать квалификацию уролога-андролога. Да? The problem is, I mentioned the different nations already having endocrinological qualifications. For example, in Germany we have the academician, then European andrologist, certified ESA or ERR andrologist, and we have the German andrologist. So you can get 4 qualifications in andrology at the moment. Ну и в тех странах, где уже есть подготовка по андрологии, есть шанс получить квалификацию на всех уровнях, да, Европейской академии, андролога, там, скажем, научную европейскую аттестацию, затем совместную или консенсусную аттестацию от ассоциации и академии, ну, вашу местную и вообще звание академика, да, то есть вот 4 сразу звания. So in conclusion, I strongly suggest you to find a way, especially Professor Apolikin, for one endocrinological qualification for Russia. I think this is the only way to go. I thank you very much, and especially I thank you for the translation. Thank you very much. Я надеюсь, профессору Аполикину удастся в этой стране вернуть и возродить специализацию в андрологии, и российские урологи тоже будут квалифицированы как специалисты андрологии.